Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, подписчики и гости наших каналов Telegram и YouTube. Меня зовут Павел, и в самом начале хочу напомнить вам, что самая свежая и актуальная информация в первую очередь появляется в нашем Telegram-канале. Ссылку на него вы найдете в описании профиля или просто отсканируйте QR-код в левом верхнем углу экрана при помощи камеры на вашем смартфоне. Каждый день в 20:00 по Москве мы проводим прямые эфиры, где приглашаем спикеров, адвокатов и рассказываем все про иммиграцию, какие способы существуют, все про политическое убежище, как получить визу и многое другое. Там есть абсолютно все, что может потребоваться для самостоятельного прохождения всего процесса в получении политического убежища. Если вы хотите проконсультироваться по вопросам миграции, пишите нашим админам в Telegram. А тема нашего сегодняшнего эфира звучит так. Иммиграция в США для международных руководителей, менеджеров и директоров. И как получить визу AB1C. Рада приветствовать Андрея. Андрей наш иммиграционный адвокат из города Майами, Флорида, профессионал по иммиграционным бизнес-визам со стажем работы 2 года с иммигрантами из России и стран СНГ. Основатель нон-профит организации Immigration Youth Pro для помощи иммигрантам во Флориде. Он и его команда профессионалов помогает с оформлением виз AB1, AB2, ABAIW, AB3 и O1. Все верно, Андрей? Доброе утро, здравствуйте, да, все верно. Отлично. Как дела, как настроение, как Флорида, как Майами? Да все отлично, наконец-то почти уже зима близко, то есть уже нету такой жары адской, которая была до этого. Прям сегодня на улице потрясающе, можно дышать снова. Ибо лето во Здорово. Флориде это страшное время года. Здорово. У нас осень наступает, постепенно приходит. А у меня Так, друзья говорили, да, из России, мгм, они все готовятся, все достают шубы потихоньку. да. Так, ну сегодня мы говорим про визу категории AB1C, да? Все Которая верно, именно да. для международных руководителей, повторю еще раз, менеджеров и директоров. Давайте тогда Мгм. начнем, да? И первый вопрос. Расскажите, Андрей, про визу AB1C, что это за категория и для кого она предназначается, более подробно, хотя я вот уже немножечко озвучил, но вот поподробнее. Понял. Да, смотрите, виза EB1C – это последний из подкатегории виз EB1. Она относится исключительно к менеджерам, руководителям, директорам, которые хотят работать в США. То есть как это вообще устроен процесс? Любой менеджер, там, директор, управляющий, он имеет право подать на такую визу, если у компании есть подразделение в США, и это подразделение работает как минимум год. То есть это может быть как головной офис в Америке, так может быть просто дочерняя компания. Это вполне, в принципе, тоже применимо. То есть, соответственно, если такой бизнес существует в Америке уже как минимум год, то без проблем можно подавать документы на эту визу, и, соответственно, работодатель, по сути, приглашает сам же своего сотрудника на вот одну из этих должностей. Мгм. Ну вот давайте еще раз подчеркнем для наших телезрителей, вот, кто конкретно может претендовать Мгм. на вот визу AB1C. Окей, да, то есть несколько, получается, категорий управленцев. Допустим, есть там статус руководителя. То есть что это такое, да, там руководитель, соответственно, ну, как бы человек, который возглавляет какое-то подразделение, отдел, управляет каким-то количеством людей, плюс ко всему руководитель, он обладает дополнительными полномочиями, такими как принятие утверждение там, политик, цели организации, то есть, ну, как бы на уровне организации, точно так же на уровне либо там департамента, либо отдела. Ну, это в зависимости просто от уровня, скажем так, самого руководителя. Вот. Также руководитель, он должен иметь право принимать решения, то есть, по сути, иметь право голоса при голосовании там на каких-либо Ам, не знаю, кворумах, тендерах, там все что угодно может проводиться. То есть данный руководитель, он должен представлять, по крайней мере, свое подразделение там. И руководителем, по сути, могут управлять исключительно только, как сказать, он отчитывается только более высшему руководству. Как правило, это могут быть там совет директоров, либо это акционеры, например. Ну, то есть, по сути, он не работает на кого-то, но он подотчетное лицо, да, лицо, которое, как бы сказать, как правильно называется, репортит именно уже Мгм, менеджменту мгм. компании. Это вот что касательно руководителя. Есть такое же понимание, как менеджер. Они похожи, на самом деле. Там не такая прям большая разница между ними. То есть, если определить как менеджера, например,
то, по сути, тоже, да, то есть это лицо, оно должно иметь, вот, занимать именно позицию управления либо там организацией, подразделением, департаментом, либо, может быть, каким-то небольшим отделом, да, в организации. Потом также этот человек, он должен осуществлять, как сказать, контроль за работой других. То есть, по сути, в принципе, ему отчитываются. Например, это может быть там директор финансового департамента, которому будут отчитываться там финансовая служба вся, например, бухгалтерия, там аудиты и так далее. Они, соответственно, ему как бы предоставляют все отчетности. Вот. Ну, и как бы он ответственный в конечном счете за подписание там, да, этих каких-то отчетов. Также он может осуществлять как бы контроль работы своих либо заместителей, и, ну, то есть в целом вот все, что связано именно конкретно с осуществлением какой-то работы в конкретном департаменте. Потом у него также должна быть возможность принимать, увольнять людей, либо проводить какие-то иные кадровые перестановки, соответственно, да, то есть это тот самый человек, как раз-таки, по сути, который будет принимать решение, а стоит ли вам дать там прибавку к зарплате, либо отправить вас под сокращение, либо там дать вам новую позицию, скажем так, да, то есть повышение сделать. Вот, также он, по сути, должен заниматься осуществлением, ну, как такой повседневной деятельностью, то есть повседневная деятельность руководителя департамента. Да, что это такое? По сути, это контроль. Контроль над выполнением планов, всех дел, соответственно, проектов и так далее. Ну, то есть это вот такие уже, грубо говоря, менеджеры высшего звена, да, и вот старших звеньев, вот получается. Ну, по сути, получается, то есть руководитель все-таки это больше, как сказать, по сути, менеджер, он, в принципе, будет как раз-таки отчитываться руководителю. То есть, в принципе, руководитель – это уже руководитель департамента, менеджер – это немножко другое будет, да. То есть менеджер, он ведет работу, да, то есть повседневные все вот эти задачи, там конкретно людьми занимается, а уже руководитель – это более высокий уровень, который получает эту информацию от менеджера и потом репортит ее в совету директоров, там, и акционерам, допустим. То есть вот она в чем разница. У них по функции немножко, ну, отличия идут. Ну, то есть, грубо говоря, там владелец киоска с овощами не сможет, да, эмигрировать в США по визе AB1C при Ну, всем если он желании. откроет здесь, почему? Если он откроет здесь подразделение, там, овощной ларек где-нибудь во Флориде, в принципе, все возможно. То То есть есть, это если должен он... быть именно бранч. вот так вот. Да. Ага. Да, то есть смотрите, это либо головная организация в Америке должна быть, то есть как бывает, допустим, кто-то решил начать бизнес, допустим, в Америке, например, да, и тут они выходят на международный уровень. То есть головной офис находится там где-нибудь во Флориде, они открывают дополнительные подразделения там в разных странах, городах и селах, да, то есть, соответственно, люди, работающие там в России, там, не знаю, в Бразилии, еще где-нибудь, они уже потенциально становятся кандидатами на получение этой визы, потому что, ну, как бы офис США находится головной, если он был открыт как минимум 1 год, то вообще абсолютно без проблем их могут привлекать. Единственный нюанс, точно так же, допустим, то есть в Америке, да, вот этот головной бизнес должен проработать 1 год, и сотрудник, который работает в подразделении в другой стране, он должен проработать минимум 1 год там, чтобы можно было подать на эту визу в Америку. По сути, нет, на самом деле, просто обратная ситуация действует, если головной офис открыт, там, например, в России, то, соответственно, можно открыть подразделение в Штатах. Единственный будет нюанс, это подразделение в Штатах должно проработать минимум год, прежде чем оно сможет принимать людей из России. Мгм. Так, ну с этим вот вроде понятно, да, вот давайте сейчас более, так сказать, точно определим вот четкие критерии, да, вот что должен сделать работник, чтобы получить вот этот самый статус именно вот такого руководителя, которому одобрят визу AB1C. Понял. Да, ну смотрите, то есть по сути, как бы получается, работая в организации, руководитель подразделения, департамента, либо же, если он на более таком там высоком уровне находится, да, там уже к совету директоров, если относится. Критерии в целом, ну, стандартные. То есть первое, он должен проработать как минимум год. То есть вот обязательно именно трудоустройство, не как контрактор, не как там подрядчик какой-то, а вот именно как непосредственно сотрудник данной компании. То есть это, по сути, ключевое как бы, требование, на основании которого можно подавать на эту визу. Плюс ко всему нужно доказать, что он действительно занимал данную позицию. Ну, то есть это, как правило, доказывается каким образом, да, во-первых, есть резюме банально берется самого кандидата, это раз, в котором он указывает, да, соответственно, все, чем он занимается, его ответственность, его задача, работа.
Второй момент, в каждом департаменте, соответственно, присутствует какой-то, ну, там, определенное, скажем так, описание функции, да, департамента, то есть чем этот департамент занимается. Есть там, flowchart, в котором, допустим, указано, например, там идет директор департамента, под ним там нарисованы его заместители, под заместителем нарисованы там другие специалисты, ну, поняли, да? То есть идет Мгм, такая как бы мгм, схема, получается. Вот, и должно быть видно, что он находится во главе этой схемы. Что касательно других доказательств, там, например, как еще можно это подтвердить будет, это трудовой контракт с ним, соответственно, да, то, что он занимает эту должность. Должностная инструкция точно так же учитывается, там указаны все абсолютно обязанности, которые он исполняет. И если есть возможность показать какие-то результаты его деятельности, то есть, например, если внедрение было какого-то проекта, то, соответственно, он должен проект этот подписывать, да, в конечном счете там его стоит подпись, да. Если это какая-то финансовая отчетность, он точно так же в конечном счете свою визу ставит. Ну, то есть такого плана доказательства они могут учитываться как подтверждение того, что действительно он занимал эту позицию, как бы ключевую позицию в компании, и, соответственно, он имеет право подать документы на эту визу. мгм. Так, с этим тоже разобрались. А вот, Андрей, что должен сделать работник, чтобы получить вот статус менеджера? Ну, как в каждой компании свои условия, в принципе, да, то есть как процесс происходит. Соответственно, люди приходят на эти позиции сразу, либо же люди растут внутри компании, да, ну, как бы все зависит от организационной структуры самой компании, как у них политики выстроены. Я вам скажу честно, например, я, когда работал очень много лет назад в России, там, как правило, ну, то есть был вот этот момент, когда людей повышали, да, то есть он мог начать там каким-то младшим помощником, потом становился помощником, потом просто специалистом, и, соответственно, вот такой рост у него дальше осуществлялся, и мог он вырасти там до менеджера, либо до руководителя подразделения, например. В Штатах несколько иной был опыт, по крайней мере, у меня в крупной американской компании. Там несколько иначе было устроено. Они это не приветствовали, чтобы повышались сотрудники. Мгм. Они хотели, чтобы люди занимались, каждый своей функцией занимался. То есть тебя взяли, там, ты там бухгалтер по, я не знаю, по какому, по налогам, там, да, каким-то направлениям, ты бухгалтером остаешься. Менеджеров, руководителей они приглашают с улицы, например. То есть, ну, имеется в виду с улицы, в смысле, это по общему порядку, то есть они как бы нанимают людей специально из других организаций, те, кто приходит там, ну, проще говоря, да, приходит с улицы. Почему? Потому что у них несколько иная логика. Они считают, что эти люди могут привнести что-то новое. То есть, если я, например, работаю бухгалтером, я расту, у меня глаз замыливается, я не особо уже вижу реальную ситуацию в департаменте. Да, я знаю все, но при этом я как бы вот как работал, я так и работаю. Да, какие-то новшества принести, ну, вряд ли я смогу, по их логике, еще раз повторюсь. Это исключительно их логика, с которой я не согласен и никогда не был согласен. Ну, вот, но как бы они считают именно так, поэтому нанимают людей с улицы. В России, например, ну, как бы где я работал раньше, такого не было, да, то есть там люди все-таки росли именно по карьерной лестнице, если это, конечно, не какая-то там была семейная компания, где, в принципе, это, по сути, невозможно. Ну, то есть там уже роли распределены. Мгм. Понятно. Вот тут, пользуясь случаем, как раз напомнить нашим телезрителям, что за помощью в получении виз в США, пожалуйста, обращайтесь к админам нашего канала в Telegram, и вам обязательно помогут. Мы идем дальше. И вот, Андрей, скажите, а вот является ли знание языка обязательным требованием при вот получении визы AB1C? Да, ну, как в целом и по другим направлениям с этой визой, то есть EB1A и EB1B, язык, он не является главным преимуществом или каким-то главным требованием. То есть, скорее всего, он ему понадобится, потому что, занимая такую должность, ну, подразумевает, что ты управляешь персоналом, и плюс ко всему, скорее всего, будешь работать с партнерами, с какими-то, особенно если ты уже в Штатах находишься. Ну, как бы английский язык, Да, конечно, вряд ли желательно. пантомимами получится объяснять что-то, да. В том-то дело. Но есть, как всегда, запасной вариант использовать переводчиков. То есть многие бизнесмены, они, в принципе, этим моментом пользуются. У них свои переводчики, которые ходят с ним по всяким этим встречам. То есть английский язык на самом деле не является ключевым требованием. Это, ну, все зависит конкретно от человека, как ему комфортнее. Мгм. Так что можно не бояться без знания языка, в принципе, тоже пробовать. Без знания языка и плюс ко всему хочу вам сказать, что от штата к штату как бы здесь вообще своя история. Например, опять же, во Флориде, да, где я нахожусь, даже скорее нужен будет знание английского, не английского, а испанского языка в первую очередь. Мгм. Потому что, по крайней мере, Ну, Южная Флорида, она не особенности, да, разговаривает на да. английском.
Тут бизнесы, то есть даже, например, если открыть там, ну, посмотреть там, не знаю, вакансии какие размещаются, да, по работодателями, всегда пишут, что испанский обязательно. То есть английский по умолчанию должен быть, ну, про это никто не спрашивает. Испанский должен быть даже как бы, ну, более важный, нежели чем английский. Мгм. Ну, то есть зависит очень много от конкретной локации, где ты находишься, с какими бизнесами работаешь. А вы уже успели выучить испанский? Нет, и принципиально пока этого не делаю. У меня своя позиция на этот счет. То есть Понятно, я понятно. как бы Пока требую от людей, обходитесь чтобы они вот говорили таким. со мной на английском. Те, кто Мгм. говорят со мной на испанском, я с ними говорю на русском. Вот и всё. У нас Вот так такая вот. обычная беседа. Мгм. Просто да. Понятно. Мгм. Так, ну идем тогда дальше, да? А, Да. Следующий вопрос, он такой вот. Нужно ли в обязательном порядке соответствовать всем требованиям? Или вот как в случае с визой талантов, достаточно соответствовать 3 из 10? Вот по AB1C тут какие вот требования? Здесь несколько иначе все-таки процесс устроен, то есть здесь этих требований вообще нету. Тут не Мгм. надо их подтверждать. Требования связаны с образованием, либо наличие там уникальности какой-то, талантов и так далее. Это как бы подкатегория визы сделана специально для упрощенного перевода менеджеров. Действительно, ну, то есть талантливый менеджер в компании, он уже талантлив хотя бы с тем, что он развил компанию, и они смогли вывести ее там на международный уровень, да. То есть, в принципе, это уже большой показатель. Поэтому эта виза была сделана, чтобы просто упростить им жизнь, и было гораздо легче такого вот уровня специалистов переводить из одной страны в другую. А вот такой вопрос. Вот сейчас очень такая большая эра стартап-компаний, да, вот в принципе идет. И вот, в принципе, считается ли вот такая компания, которая год проработала, стартаповская, например, может ли она претендовать на такие же визы сотрудников? Компания, если, как бы, если у компании достаточно уже есть, ну, скажем так, доход, да, то есть компания действительно зарабатывает деньги, она может вкладывать в развитие, там, Ну, в привлекла привлечение она. Вот сотрудников. стартапы, как правило, они привлекают в первые года там какие-то суммы, да, вот если хорошие Мгм. стартапы. Я имею в виду, вот, ну, грубо говоря, я не знаю, там, вот я в России привлек, у меня пошел стартап, я каким-то образом нашел партнера в Америке, да, мы вместе привлекли какие-то инвестиции, открыли вот компанию в США, он открыл там, я еще нахожусь здесь, и вот в течение года я числюсь в этой компании, у компании есть какой-то вот этот положительный баланс, и то есть при таком условии, в принципе, стартаповские компании имеют право, да, вот так вот Да, тягаться. абсолютно. Просто главное соответствовать вот этим требованиям, которые я ранее уже озвучил, да, то есть, да, что бизнес должен как бы либо полный офис в Америке, бранчи за пределами штатов, либо наоборот, как бы главный офис где-то и бранч в Америке. Ну да, то есть, опять же, если они начали стартап в Америке, открыли бизнес в России, всего лишь год подождать, и через год, по сути, уже, да, они смогут там, допустим, Ну, вас вот привлечь. это, мне кажется, очень вообще перспективное такое направление именно для молодых людей, потому что сейчас очень много стартапов, и они Ну, могут... учтите, что компания, она именно для, как сказать, это, ну, то есть компания, которая вот такое, осуществляет такую деятельность, да, то есть это считается международной компанией, да, то есть международная компания, по сути, крупная. Ну, то есть могут возникнуть вопросы у миграционной службы, допустим, здесь вот стартап там открыли, да, окей, деньги вложили, работает тут 5 человек, открыли офис на 2 человека где-нибудь там в России, например, да. То есть на самом деле у миграционной службы может возникнуть вопрос, они скорее всего, одобрят визу, но они будут запрашивать дополнительные документы, как раз-таки подтверждать там и финансы, и прочее, то есть там может быть очень такой, ну, серьезный перечень необходимых документов, чтобы действительно доказать, что это какой-то бранч, который необходим, который действительно там он, ну, приносит какие-то, не знаю, там, средства, да, развивает бизнес и так далее. То есть, конечно, проще, если это уже крупная компания, известная, не знаю, там, взять пример какой-нибудь, ну, это совсем уж, конечно, космос, ну, Microsoft, да, допустим, с ними там, ну, к ним проще будет, ну, вы понимаете, да, Ну, разницу, то понятно, есть конечно, крупные конечно. компании, да, которые известны ими, конечно, им гораздо легче это все делать. С маленькими компаниями, да, они могут это сделать, но несколько сложнее, надо готовиться к тому, что придет RFE, это Request for Evidences от иммиграционной службы, где они, скорее всего, попросят там отчетности финансовые какие-то, там, возможно, еще какие-то подтверждения, чтобы действительно понять, что это как бы не, как сказать, не какой-то бизнес, связанный с продажей и покупкой должностей, да, что здесь начали бизнес, в России открыли бранч, и вот там типа таким вот образом сейчас пытаются людям делать грин-карты, потому что такие левые схемы процветают только в ПУЗе здесь. Нет, соответственно, они могут запросить документы, подтверждающие, что действительно этот бизнес в России, он не просто открыт, а он реально работает. Контракты, клиенты,
там какие-то инкам какой-то, да, определенный, то есть Мгм, это все мгм. потребуется. Так что, опять же, уважаемые телезрители, если среди вас или ваших знакомых есть амбициозные стартаперы без левых схем, вот вам, пожалуйста, тоже отличный вариант визы. Идем дальше. В частности, тогда вот начали говорить про компании. Вот, Андрей, подскажите, какие документы необходимы вот от американского и иностранного филиала при такой визе? Мгм. Ну, документы, да, я частично уже затронул их, по сути, чтобы привлечь иностранного сотрудника. Ну, во-первых, нужно подавать петицию, саму стандартную петицию I-140, это петиция как раз-таки на, ну, как бы, привлечение, простите, это петиция на иммиграционную визу EB-1, там EB-2, EB-3, то есть вот эти все, которые вообще Мгм, визы мгм. EB идут, на них оформляется эта петиция. Вот, к этой петиции прикладывается потом либо как то есть это скорее даже не job offer будет, это скорее всего будет письмо о трансфере, да, то есть это перевод сотрудника из одного офиса там, из Москвы в офис в Нью-Йорк. То есть job offer, он как такового не требуется, это именно будет осуществляться как перевод, то есть там это, ну, как бы попроще сделать, скажем так. Что-то Трудовой напоминает контракт, именно что-то напоминает именно спортивные вот контракты, типа футбольных, клубов, когда переводы делают, трансферы игроков из клуба в клуб. ну, там они, ну, отчасти, да, честно скажу, правда, я сам личного опыта не имел такого, да, именно вот переводом заниматься, скажем так, спортсмена там из одной Ну, я команды думаю, из что Европы в американскую. Ну да, плюс-минус механика, то же наверное, самое. плюс-минус примерно одинаковая во всем вот этом деле. Я думаю, да. Но опять же, как бы футболистам этим, да, окей, коротко сменим эту тему. То есть футболисты, допустим, им, скорее всего, не делают иммиграционные визы. Им наверняка просто делается иного типа контракт, по которому они просто работают какое-то время там на клуб, да, например. И это позволяет им получать визы и путешествовать там по разным городам и странам, только как бы в пределах вот чемпионатов. Да. Мгм, Проходит мгм, мировой чемпионат, Китай, Япония, Россия, вот они полетели по этим странам, другие страны у них доступа нет. Контракт закончился, у них все заканчивается. То есть у них явно не иммиграционный материал. мгм. Ну, понятно. То есть основное это что еще раз? Давайте Мгм. коротко документы. Да, это трансфер, письмо трансфера, то есть сама петиция, трудовая вот эта инспекция, вот эта perm certification не требуется, то есть ее проходить, слава богу, не надо здесь, это уже упрощает процесс, то есть надо письмо трансфера о том, что сотрудника переводит с одного подразделения в другое, контракт с этим сотрудником, который может доказать, что он проработал как минимум год на данной позиции, вот в том подразделении, да, там, из которого он уходит, и какие-либо доказательства, связанные с его деятельностью в компании. То есть, как я уже сказал, это могут быть какие-то протоколы, где он указан как лицо, принимающее, допустим, решение, да, где они голосовали за что-то. Должностная инструкция, в которой указаны все его, соответственно, ну, как бы должностные Мгм, обязательства, да, чем он занимается конкретно, и по возможности подтверждение, то есть если там он участвовал в каких-то проектах, где он там, ну, его имя указано на конкретном проекте, да, там, разрабатывали дизайн нового здания какого-то, и вот он в конечном счете от своего департамента подписывал, что да, это вот такой дизайн. То есть, ну, это такой грубый пример, ну, как бы, по сути, это все документы, то есть там огромного количества документов не требуется. Это самая простая из виз EB1, мгм, EB1C, это наиболее простая виза в плане документов. мгм. Ну, ладно. Так, Андрей, вот смотрите, допустим, я соответствую всем требованиям, да? Вот какие тогда мои дальнейшие действия? То есть как подать мне заявку на визу, какие документы для этого потребуются? Смотрите, вы сами подавать ее, по сути, и не будете. За вас это будет делать ваш работодатель. Это основная вот идея именно как раз-таки EB1C. Это не self-petition, да, то есть не петиция от Не от вас, меня, это да. петиция от вашего, да, это петиция от вашего работодателя, по сути. То есть вообще вы ничего не будете делать, ну, по-хорошему вы ничего не делаете. Это все Ожидать. делает за ваш работодатель. Да, вы Вы будете ждете, ожидать. да. Это вот, ну, это единственная проблема. Я вот сейчас немножечко расскажу вам здесь Мгм, детально, то есть как все-таки это проще, наверное, сделать отчасти. Проблема в том, что буквально 2 месяца назад для виз EB1C прекратили делать ускоренное рассмотрение. То есть раньше можно было заказать ускоренное рассмотрение с иммиграционной службой, и тогда она принимала решение буквально за 15 дней. Сейчас, ввиду того, что у иммиграционной службы там очень большой бэклог формируется вообще по всем визам, они начали отказываться от некоторых премиальных рассмотрений по определенным категориям. EB1C
это как раз-таки одна из тех категорий, потому что огромное количество людей проходило, соответственно, по этой категории со всего мира. Людей пытались переводить на должности. Как я вам говорил, отчасти в этом виноваты даже какие-то серые схемы, да, по которым просто должности продают, но, к сожалению, это есть. То есть это одна из тех причин, почему они отказались сейчас от ускоренного рассмотрения. Огромный поток, огромное количество желающих это сделать. Вот, то есть это как бы основной нюанс на самом деле по ней. В остальном, то есть, ну да, по сути, как бы, если документы, допустим, вы находитесь в России, работодатель начинает вам оформлять перевод, из-за отсутствия ускоренного рассмотрения это будет долго. 1,5-2 года вы будете ждать одобрения. У вас другого варианта нет. Есть вариант, возможно, если вы уже находитесь в США, например, тогда да, там возможен вариант. Ну, то есть вы, по сути, могли работать и удаленно на своего работодателя. То есть, например, вы, приехав в США, вы можете сделать adjustment of status, тогда, соответственно, ну, там несколько по-иному процесс уже работает, то есть это гораздо быстрее все можно будет оформить, если вы физически находитесь здесь, а не за пределами штатов. Потому что если вы за пределами штатов, то, ну, вам только ждать придется. Если вы находитесь уже здесь, тогда там параллельно документы подаются и на визу, и на грин-карту, и вы сразу можете уже, как бы, ну, скажем так, начать работать на эту компанию независимо ни от чего. Просто придется подождать, пока официально будет выпущена виза и грин-карта. Андрей, а можете привести вот несколько примеров людей, которые могут получить эту категорию визы? Менеджеры, руководители подразделений, директора, то есть какой-то вот именно высший менеджер Все, компании. что вот в начале мы говорили, да, то есть это Да. вот эти все категории. Да, все верно, это все к ним относится. А какой процент вот одобрения по этой визе отличается от, по отношению к других категорий? Требований Он высокий меньше? на самом деле. Требований меньше, одобряется она проще, то есть, наверное, она одна из наиболее одобряемых виз, потому что, опять же, минимальные критерии, которым соответствовать, ну, то есть для реального бизнеса эти критерии ничто, потому, ну, сами понимаете, да, доказать, что сотрудник у вас работает, это вообще не проблема, там год он проработал, то есть, ну, это легко сделать. Поэтому процент одобрения, он крайне высок, только единственная проблема, что в связи с этим огромное количество желающих, что приводит к задержкам в рассмотрении. Вот и все. Это вот единственный минус получается, да, что... Ну, такой серьезный минус, да, да. А вот если говорить, ну, наверняка тоже, да, бывают отказы, то есть в каких случаях вот может быть отказ? Вот какие бывают? Ну, отказ, ну, когда, опять же, отказ, как я вот вам пример приводил, если там не смогут доказать, что подразделение за пределами штатов, это действительно там какое-то эффективное подразделение, относящееся к этой компании, а не просто там зарегистрированное юрлицо, и все, никаких ни операций, ни данных по нему нет. То есть должны быть какие-то данные, как я сказал, это там контракты с партнерами, с клиентами, финансовые отчетности. Также эта компания должна фигурировать на официальных сайтах как бы головного предприятия, да, то есть должно говориться о том, что бранч действительно есть у них там-то, там-то, какие услуги предоставляются. Ну, то есть тут вопрос главное доказать, что эта компания, она реальна, а не какая-то фейковая. Если это нет возможности, если компания вот реально... Они почему просят, да, чтобы вот год как минимум прошел с момента открытия вот этого подразделения? Потому что за год хотя бы это подразделение сможет наработать какую-то репутацию и будут уже действительные доказательства, что они реально работают. Если за год этого не случилось, ну, скорее всего, это какой-то фейк. И, в общем, грубо говоря, проверка уровня доверия, да, некого такого. Ну, что-то типа, да, что-то типа доверия, да. Социального рейтинга, можно так еще, наверное, сказать. Ну, как бы они проверяют, проверка на вшивость, давайте тогда будем своими словами использовать. Ну, то есть, да. если не прошли ее, то... Леваки бывают, да, леваки все равно бывают, попадаются, стараются там. Конечно, бывает. Схемами. Всегда бывает, везде бывает, поверьте, очень много разных схем используются, и это одна из них. Угу. Андрей, ну, так, опять же, как и в предыдущих вот эфирах мы говорили по каждой визе, да, вот пока, в частности, по AB1C, про срок вот сейчас, да, на какой срок выдается данная виза? Она, поскольку данная виза является иммиграционной, она не выдается на какой-то конкретный срок. То есть эта виза, по сути, выдается вам, и она, на основании нее вы подаете документы на грин-карту. То есть, подав документы на грин-карту, вы ее получаете, и через 5 лет вы подаете на гражданство. Если вы посчитаете, нужно получить гражданство Америки, вы можете отказаться от этого и продлевать свою грин-карту хоть до конца дней своих. Вот, то есть конкретного срока у нее не предусмотрено. Там главное соответствовать критериям. То есть
поскольку, как бы, получив эту визу, вы подаете на грин-карту, и, соответственно, как вы получаете грин-карту по законам США, вы должны находиться минимум, там, сколько, 180-181 день в году на территории Америки. Если вы находитесь меньше, чем этот период, то есть вероятность того, что у вас грин-карта может быть отозвана. И плюс ко всему, это может повлиять на сроки рассмотрения, точнее, не рассмотрения, а на сроки получения вашего гражданства. То есть, например, смотрите, вам надо ждать свое гражданство 5 лет с момента получения грин-карты. Но в первый год вы отсутствовали в стране 182 дня. Поэтому первый год у вас не зачитывается. То есть по факту вам нужно ждать уже 6 лет до момента подачи документов на гражданство. И, соответственно, с каждым годом, ну, понимаете, да, то есть у вас могут быть вот эти бридж, да, которые между годами, вы просто увеличиваете себе срок, если вы не следуете этим требованиям. То есть нужно быть внимательным тут в данном случае. Ну, как бы надо понимать, что если ты согласился вообще на всю эту авантюру, связанную с грин-картой, ты приехал в Соединенные Штаты, это не просто так, что тебе виза приехать сюда, да, как бы в любой момент захотелось приехал, захотелось уехал. Она дается людям, которые хотят жить и работать в Соединенных Штатах. Американскому правительству им выгодно привлекать иммигрантов, именно рабочих, потому что они работают, новые рабочие места, платят налоги, развивается бизнес. Да, а тот, который просто ее получил чисто для того, чтобы приезжать там на пару месяцев в году, там позагорать и уехать обратно, там либо лето провести, ну, как бы он здесь... Тут туристическая виза, да. Ну да, для этого есть туристическая виза. Идите, получайте, пожалуйста. Да, давайте еще раз вот подчеркнем быстренько и коротко про именно время. То есть еще раз, через какое время кандидат может рассчитывать на получение грин-карты и потом гражданства по визе AB1C. После одобрения визы, соответственно, если находится кандидат в России, после одобрения его визы, на миграционной службе документы передаются в National Visa Center, который будет назначать такое, ну, финальное интервью, скажем так, и по результатам этого интервью, соответственно, кандидату ему сделают разрешение на въезд в Соединенные Штаты. То есть это будет такая небольшая, скажем так, бумага, подтверждающая то, что вам разрешили вот этот так называемый admission, да, то есть вы можете въехать в Штаты. Въезжая в Штаты, этот, соответственно, уже кандидат, да, после всех этих одобрений, он сразу подает документы на грин-карту. Ну, в общем, смотрите, по срокам. Давайте мы тогда сначала начнем. Рассмотрим еще раз тогда просто сначала. Подача документов на визу, рассмотрение займет 1,5-2 года. Сроки меняются, это может ускориться, но никто, как бы точно так же это может и замедлиться. То есть в данный момент среднее рассмотрение это от, сколько там, получается, от 18 до 24 месяцев. Вот, то есть этот период. Потом документы передаются в National Visa Center. Это может занять тоже порядка там 6-9 месяцев. Это все, опять же, будет зависеть конкретно от ситуации на день, политическая ситуация, да, загруженность посольств и так далее. То есть, ну, сами понимаете, сейчас очень сложно это вообще прогнозировать. Вот, но в любом случае, то есть на данный момент это занимает еще 6-9 месяцев. То есть берем такие прям, да, крайние сроки, 2 года он подождал, пока ему одобрили, потом еще 9 месяцев ждет, пока, соответственно, получит разрешение на въезд. С этим разрешением он, соответственно, приезжает уже в США и как бы сразу может подать документы на грин-карту. Ну, то есть смысла тут затягивать нету, это надо делать прямо вот ты въехал, и уже постарайся прям вот в максимально короткий срок подать свои документы. С аэропорта сразу туда, да. Ну, как бы это правило, это как закон, это твоя возможность, ты имеешь право это сделать. Почему нет? Надо использовать. Вот, соответственно, то есть подал документы по разным категориям, грин-карт, разные сроки. Ну, я скажу вам средние, где-то 6-7 месяцев. То есть после въезда в Америку 6-7 месяцев потребуется, чтобы ему выпустили его грин-карту. И потом, с момента выпуска грин-карты, идет отсчет 5 лет на получение паспорта. То есть сколько у нас там получилось? Ну, в общем, у нас лет 9, наверное, 8-9 лет. 3, потом еще, грубо говоря, там почти полгода, 9 месяцев, и еще 5 лет. Это при условии, если не будешь задерживать вот и соблюдать вот эти вот, как вы сказали ранее, про 180 дней нахождения обязательно в Америке в течение года. Да. Ну, тут еще такая история есть. Получая американское гражданство, по закону ты отказываешься от своего, ну, как бы первоначального гражданства, да, от российского, например. Это закон. Двойное гражданство не может быть. Официально нет, по факту да. То есть по факту все равно оно у всех есть. То есть просто как это обычно делается, и ты идешь, ну, как бы, когда происходит, скажем так, церемония, да, там вот натурализация, так называемый процесс натурализации, ты приносишь клятву, ты отказываешься от своего гражданства, то есть формально ты говоришь, заявляешь официально, что все, ты гражданин Америки, и у тебя больше нет других гражданств.
а потом ты идешь в российское посольство и просишь новый паспорт. Всё, как бы на этом дело заканчивается. Ай-яй-яй, Это клятва нарушена, получается. ну, сами понимаете, как бы, а Ну, каким образом да, это я думаю, получается? они сами тоже все понимают, всё, есть просто процессы и Просто это очень удобно использовать в целях политических давлений в будущем. То Конечно, есть, если вы конечно. такое сделали, если вы лицо, которое надо бы из Америки выкинуть, получение гражданства таким образом не гарантирует вам, что у вас его не отберут. У вас могут отобрать легко, Ну, в если общем, будут на то как и причины. везде, есть свои лазейки, и плюсы, минусы и всё такое. Да, Вот, да. Андрей, вот, смотрите, мы нашли такое утверждение, да, вот, пишут, что шансы на подтверждение визы очень высоки, если бенефициар ранее имел статус L1A. Можете подробнее рассказать, вот что это за такой статус L1A? Мгм. Ну, по сути, L1A – это та же самая виза для менеджеров и директоров. Да, то единственное отличие в том, что она не иммиграционная. То есть данная виза, она выдается максимум на 3 года. В чем кардинальная разница здесь будет в процессе? То есть, по сути, примерно все те же самые документы требуются, доказательства идентичные, но сроки рассмотрения в разы быстрее. То есть Мгм. некоторые могут рассматривать для себя такой вариант. Например, находясь в России, то есть если соответствуете ну, как бы всем критериям, да, говоренным ранее, можно начать делать визу L1. Да, эта виза даст вам разрешение как бы на работу на 3 года, максимум 3 года. То есть через 3 года вы должны либо продление делать там еще на какое-то количество времени, либо же можно как раз-таки сделать смену статуса, находясь уже в Америке. То есть получили вы эту визу L1, я думаю, в течение года, мне кажется, она прям полностью весь процесс проходит, вот со дня подачи до момента одобрения, да, там всех вообще прохождения всех вот этих инстанций, связанных там с NVC и так далее. То есть в течение года это можно сделать, вы приехали в Америку, и, по сути, по закону, ровно через 90 дней вы уже можете делать adjustment status, то есть переподать визу, статус поменять с L1 на EB1C. Вот, собственно, то есть, по сути, вы делаете смену статуса с неиммиграционной визы на иммиграционную визу. По поводу именно шансов одобрения, там, они высокие, они также высокие, как и с обычной там EB1C, да. То есть не могу сказать, что там какая-то кардинальная разница будет. Просто этот вариант может подойти для тех, кто не хочет там долгое время ждать, пока ему одобрят именно вот EB1C, потому что L1C проще сделать. Но, соответственно, это более затратно становится. Почему? Потому что сначала нужно заплатить за оформление L1C, приехать в Штаты и еще потом платить за переоформление на EB1C. Вот и все. То есть, по сути, вы платите за визу дважды. Ну, у кого есть возможности и хочет быстрее, собственно, так и сделает, да? Это потенциальная А, возможность тоже, да, как это ускорить можно. Так, Андрей, будем приближаться к завершению сегодняшнего эфира. Вот осталось буквально там парочку вопросов. И Мгм. первое – это вот выделите преимущество визы AB1C перед другими еще раз. Вот так вот. Да, наверное, ключевое преимущество – это она наиболее проста в плане доказательств, в плане подтверждения вообще в целом всего процесса. Эта виза, она наиболее проста к оформлению. То есть наименьшее количество критериев, нету жестких критериев, связанных там с какими-то вот определенными достижениями, с талантами и так далее. Нет, нужно просто быть менеджером, да, нужно занимать определенную позицию в компании и, соответственно, иметь как бы, компания должна быть международной, да, то есть иметь один или несколько бранчей за пределами Соединенных Штатов. Мгм, мгм. То есть это один из главных плюсов в плане вот именно простоты одобрения данной визы. Из минусов, как я уже сказал, нету ускоренного рассмотрения, к сожалению, поэтому процесс может быть долгий. Так что есть варианты либо на эту визу подавать, то есть получить, допустим, иметь на руках туристическую визу, либо учебную визу, приехать в Штаты и уже из Штатов подавать, соответственно, делать adjustment of status и как бы подавать на эту визу. Тогда там несколько иначе процесс работает, все быстрее будет. Либо же делать визу L1, которая гораздо быстрее делается, и точно так же ехать в Штаты, и потом уже опять делать смену статуса. То есть это вот ее минус как бы в том, что она делается долго То есть и это вот, рассмотрится быстрее за 3 года. это вот и был последний такой вопрос у нас сегодня. То есть это главный, если минусы в этой визы, то есть главный минус – это то, что это время, да, получается, Да, да, ожидать. это время. Да, 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 да. Так, ну что ж, на сегодня вроде по визе AB1C у нас все. Мы так более-менее подробно поговорили. Я напомню нашим телезрителям, что для получения визы в США пишите нашим менеджерам в Telegram, и чтобы туда перейти, отсканируйте QR-код в левом верхнем углу экрана.
Также напоминаем вам, что каждое воскресенье в 20:00 по Москве мы проводим прямые эфиры с адвокатом про визы. Вы сможете лично задать вопросы адвокату по поводу своих кейсов и доказательств к нему. Трансляция ведется в нашем YouTube-канале и Telegram. Чтобы перейти туда, отсканируйте QR-код в левом верхнем углу экрана. Также на нашем YouTube-канале есть абсолютно все про иммиграцию, способы, все про политическое убежище, как получить визу и многое другое. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей с бордера. Только у нас есть самая свежая, актуальная и полная информация, которой нет в интернете. Если же возникли вопросы или нужна консультация, пишите нашим админам в Telegram-канал. QR-код в левом верхнем углу вашего экрана. Вам нужно просто навести на него камеру вашего телефона, и вы автоматически попадете в наш Telegram-канал. А сегодня у нас в гостях, напомню, был наш иммиграционный адвокат Андрей из Майами, штат Флорида. Андрей, большое спасибо еще раз за разъяснение Пожалуйста. визы AB1C. И, пожалуйста, кому нужно, обращайтесь, поможем, расскажем, все сделаем. На сегодня это все. Мы ждем в следующих эфирах. Андрей, вас тоже ждем в следующих эфирах говорить про другие категории виз. И, дорогие зрители, вам всего хорошего, до новых встреч. Спасибо большое. Всем всего доброго. До свидания.